Это Бостон, друзья. Первый раз я в Бостоне, несмотря на то, что в Штатах я много раз был, но до Бостона не доходил. Зато слышал множество восторженных отзывов об этом городе. Поэтому с удовольствием приступаю к изучению. Говорят, самый европейский город США. Бостон один из крупнейших городов США. Население самого Бостона порядка 600 тысяч человек. Но в агломерации живут уже 6 миллионов. То есть, если рассматривать агломерацию, то это очень крупный город, более 6 миллионов человек. А в агломерацию входит, все это и Кембридж, и Бруклин здесь рядом, и множество других городов. Здесь один как в другой перетекает. Очень сложно даже понять, где границы, особенно как для русского человека. Потому что в нашем российском понимании, город это вот, если все дома, которые есть, все кварталы обвести, вот это будет город, это будут границы города. А за городом начинается лес. А в Штатах у тебя один город перетекает в другой, и если ты не местный житель, не налоговый резидент, ты даже не понимаешь, где один город заканчивается и где начинается другой. Я пока пытаюсь понять, что из европейского. Может быть, из-за того, что здесь нет такой прямо уж перпендикулярно параллельной сетки улиц, которая свойственна американским городам. И из-за этого считается, что Бостон европейский город. Я не знаю. Конечно, такие подвороты немного напоминают Чикаго. Между зданиями такие вот технические проезды, которые как раз характерны для Чикаго. В Нью-Йорке такого нет. В Бостоне есть метро, и метро у них обозначено буквой Т. Такой вот логотип. Не самый удачный. Бостонский метрополитен, кстати, старейший в Северной Америке. Его в конце 19 века открыли. Старше, чем нью-йоркский. Если просто купить, нужно одну поездку, на метро одна поездка 2,90. Кстати, обратите внимание, повсюду стоят вентиляторы. Вроде не жарко, но у них что-то с кондиционированием не работает. Повсюду стоят вентиляторы и какие-то толпы. Бостонское метро как? Бедненькое. Бедненькое, поезда грязные. Станции вообще без какого-либо декора, то есть все очень функционально. Я не знаю, как это с точки зрения жителя, может быть, оно супер удобно, но поезда вот сейчас ходят раз в 4 минуты, тоже не сказать, чтобы очень часто, учитывая то, что сейчас час пик, пятница, 7 часов вечера, все возвращаются с работы, поэтому много народу. Но здесь почище, чем в Нью-Йоркском, потому что в Нью-Йоркском вообще помойка. Здесь так более-менее чисто. Действительно ступеньки. Видите, все разваливается, все ржавое, все прогнило. Вот если бы в России было бы такое метро, все бы уже давно на говно и зашлись. Кто довел метро, мэра в отставку? Всех посадить в клетки. Офигеть. Ребят, на зеленой ветке ходят трамваи. Это вообще дичь. Смотрите, просто трамваи ходят. Они в центре идут под землей. Видите, низкая платформа, как в Волгограде. На окраинах они просто в обычные трамваи превращаются. Да, просто 2 вагона, при этом... Вот последний вагон такой современненький, а первый старый. Сейчас я пойду в первый, мне первый больше нравится. И вот видите, повсюду трамваи со всех сторон, шум ужасный. Вот другая станция. И уходят наши трамваи по зеленой ветке. И, кстати, каждый состав компонует. Один старый вагон, один современный. И опять идет следующий. Здесь вот так чуть побольше света, и видно, насколько оно вот грязное, потрепанное, какое-то ржавое, с потеками. На каждой станции есть такая специальная штука для спуска инвалидов по лестнице. Если вдруг, это эвакуационная, то есть если вам вдруг нужно эвакуировать инвалида, они открывают этот ящик и эвакуируют инвалида. Я, кстати, такие в России никогда не видел. Напишите, есть ли такие в России. Потому что для инвалидов, например, делают лифт, но во время пожара лифт не работает. И что делать с инвалидом? Вот в Америке есть такие специальные штуки, чтобы по лестнице эвакуировать. Это был метрополитен Бостона. Я не могу сказать, что я получил удовольствие. Когда русский человек приезжает за границу и смотрит, как устроено метро у них, он почти всегда расстраивается, потому что таких шикарных, роскошных дворцов, как в Москве, даже как в Пхеньяне, если кто-то из вас был в Пхеньяне, их нету. Их нету очень редко, когда за границей как-то богато украшают станции, потому что метро здесь носит такой больше утилитарный характер. Они не использовали метро как средство пропаганды. Поэтому станции были очень простые, и строились они в то время, когда
было не до жиру. То есть, если мы берем конец 19 века, то сам факт того, что под землей пустили поезда, это уже был какой-то шок, чудо света, и можно было даже не украшать станции, это и так вызывало восторг. Когда метро строили уже в Советском Союзе, при Сталине, конечно, тогда был и архитектурный стиль, и архитектура тогда играла важную роль в пропаганде, поэтому наши станции так богато украшены, такие как подземные храмы. Их не зря называют подземными храмами, потому что вся вот эта тоталитарная архитектура, это была новая религия. Когда государство подменило с собой религию, она начала, в том числе и с помощью архитектуры, показывать человеку его место. Ведь что такое церковь? Если мы возьмем всю историю русской архитектуры, то самые помпезные, самые такие величественные здания это были храмы, соборы. Самое красивое здание в любой деревне это был храм, это была церковь. Почему? Потому что важно было человеку указать его место. Он приходил, офигевал от того, что там происходило, их золотых куполов, от этого богатого убранства, от икон. И он сразу понимал, насколько он ничтожен перед Богом. Когда пришла советская власть, религию отменили, и религия стала у нас государством, а государство подменило собой религию. Бог у нас теперь сидел в Кремле, и новые храмы, они начали выражаться уже в архитектуре. Именно поэтому мы видим такое богатое убранство московского метрополитена, который сегодня, безусловно, гордость Москвы. Вот эти вот супер помпезную эту вот сталинскую застройку. И, конечно, когда мы приезжаем в Бостон, Нью-Йорк, любой другой город, в Лондон, мы смотрим на их метро и воротим нос, потому что нам это кажется супер простым, примитивным, грязным и неинтересным. Так, я, кстати, чуть не забыл. Друзья, напишите, какой метрополитен вам больше всего понравился. Где самое красивое в мире метро? Я вам, кстати, говорил то, что Бостон считается самым европейским городом США. Я гуляю здесь второй день по Бостону, и я не понимаю, почему он считается самым европейским городом США. По мне так, это такая смесь Нью-Йорка и Чикаго, и к европейскости, если так можно сказать, это никакого отношения не имеет. Вот когда ты путешествуешь по Канаде и приезжаешь в Квебек, вот это действительно европейский город, то есть это ты как раз где-нибудь во Франции. И в этом плане Квебек, кстати, очень крутой, всем рекомендую. Но Бостон, самый европейский город, не согласен. Чайка пришла развандалить мусорку. Опять же, как в Нью-Йорке, здесь мусор выставляют на улице. И вот Чайка пришла здесь пожрать, видимо. Кыш! Крутое решение. Посмотрите, как сделано вокруг дерева. Это такой кирпич с дырочками. И вот так вот они вокруг дерева сделали этим кирпичом. Вообще многие тротуары в Бостоне вымощены кирпичом и смотрится очень круто. Это напоминает Амстердам. Может быть, это решение придает европейскости Бостону. Смотрите, видите, тротуары вымощены кирпичом, при этом разным. Там красный кирпич. А это итальянский квартал. Он очень крутой. Такая плотная застройка, старая. И здесь куча каких-то лавочек, ресторанов, кафешек. Вечером здесь все забито, невозможно сесть поесть. Но супер атмосферно. Я второй день пытаюсь куда-нибудь здесь нормальное место попасть, но везде стоят очереди. Уверен, что очень вкусно, потому что в таких местах, когда приготовлением занимаются сами итальянцы, то в основном такие семейные рестораны, всегда очень вкусно. В центре Бостона действует очень строгий дизайн-код. Обратите внимание, вывески можно делать только наборными буквами и только золотыми, то есть нельзя использовать вот на исторических зданиях. У всех золотые буквы. Название здания, City Hall Plaza. И только какой-то Pearl Vision сделал себе почему-то белые буквы. Бунтари. Но, к слову о России, сейчас во многих городах вводят дизайн-код, и это здорово. То, что раньше казалось какой-то дикостью и вообще, что никогда у нас этого не будет. Сегодня дизайн-код — это уже обычная история. Люди уже к этому привыкли, даже требуйте в своем городе строгий дизайн-код и порядок в вывесках. И будут ваши улицы мягкими и шелковистыми. Все, мы вышли на другую улицу, здесь уже не такой строгий дизайн-код. И здесь уже Dunkin' Donuts сделал себе обычный свой оранжевый приличный логотип. Здесь уже, видите, каждый кто во что гораст.
Бостоне очень много ирландцев. Каждый шестой бостонец — это ирландец. Здесь куча ирландских пабов. Некоторые говорят, что вообще здесь живет больше ирландцев, чем в самой Ирландии. И пиво здесь лучше, чем в Ирландии. И ирландские пабы лучше, чем в Ирландии. И Гиннес здесь лучше. В общем, ирландцев здесь действительно очень много. И ирландская культура сильно повлияла на Бостон. Но еще здесь много армян. Говорят, 8%, а по некоторым данным даже больше 10% жителей Бостона — это армяне. Откуда такая армянская диаспора, я не понимаю. Говорят, у них есть армянский парк. Я вот, честно, много ходил, и вот так прям, чтобы можно было сказать, что вот это армяне идут, или какие-то армянские магазины, армянские кафе, я не видел. Но вполне возможно, что где-то они есть. По-моему, только что армяне зашли в магазин, около которого я записывал этот ролик, и как-то косо на меня посмотрели. Теперь мне повсюду мерещатся армяне. Как вы понимаете, я все пытаюсь найти в Бостоне что-нибудь европейское. Но опять же, вот эти вот кованые балконы, эвакуационные лестницы, они выдают Америку, потому что в Европе так не делали. А в Штатах почему-то невероятно изящные, пропорциональные фонари, лавочки, уличная мебель, все, что они делают, будь то исторические или современные, как тут у них получается. Кстати, во многих городах до сих пор используются газовые фонари, и это очень круто. Это вот то, что я говорю, какие-то вот исторические элементы, которые сохраняются и создают эту невероятную такую вот атмосферу. Ну, то есть ты идешь, у тебя тут бац, газовый фонарь. Тут какая-то еще деталь, которая сегодня, она, понятно, она не актуальна, но тем не менее она хранит историю этого места. В Лондоне тоже есть газовые фонари или, например, те же самые там скребки для глины и конского говна, которые тоже не актуальны, но они есть. Или вот какие-то стучалки на дверях, да, хотя уже появились у всех. Есть вон домофоны, электрические звонки, но тем не менее сохранились вот эти вот стучалки. Они там зафиксированы, чтобы никто не баловался, но их никто не убирает. Еще, кстати, в Бостоне есть такие вот колонны с красными фонарями. Это пожарная тревога. То есть, если случается пожар, вы бежите к красному фонарю, который тоже горит, и открываете там, вызываете пожарных. Сейчас, опять же, это не актуально, потому что сейчас люди звонят по телефону. Но, тем не менее, вот раньше, когда телефонов не было, люди выбегали и вот эту пожарную сирену вызывали с этого столба. Мне нравятся здесь эркеры. Кстати, по поводу кондиционеров, да, и понятно, что старые дома изначально были без кондиционирования, но вот никто не вешает внешние блоки. Максимум тут есть оконные кондиционеры, которые они вставляют вот все в окна. А на фасад повесить блок нельзя. Оконные кондиционеры тоже нет ничего хорошего, но это лучше, чем когда кондиционер на фасаде. Ну и, конечно, вот эти вот эркеры, это просто шикарно. Такая вот отличительная особенность Бостона. Все двери прозрачные. Никто не вопит про то, что это опасно, что сейчас нужно срочно ставить металлические. Все эти шикарные деревья растут и образуют такую вот галерею. Друзья, и вот здесь вот среди этих кирпичных таких домов середины 19 века скрывается совершенно неожиданный, просто посмотрите, такой маленький белый двухэтажный домик. Это дом Скарлетт О'Хары. Кто такая Скарлетт О'Хара? Если вы читали роман «Унесенный ветром», то это один из наиболее известных женских образов вообще американской литературы. Символ предприимчивости, темперамента и умения выжить. И вот, собственно, Скарлетт О'Хара и дом, который каким-то фантастическим образом затерялся среди вот этих вот кирпичных, таких вот брутальных зданий. Вот, это вообще не дом. Это такая фальш-стена, просто один из подъездов. Там была кирпичная стена, которую так задекорировали. И он похож на если вы смотрели «Унесенный ветром» фильм, он похож был на вот веранду дома Тары, по-моему. Вот, поэтому дом называется домом Скарлетт О'Хары. Это такое прозвище его. Ну, это не дом, это просто фальш-стена. Невероятно красивое место. Очень все сложно, друзья, очень все сложно. Они заморочили всеми этими символами.
Просто будете здесь, придите сюда, здесь можно сделать классные фотки, потому что выглядит это место очень круто. Вот Rollins Place ищите, и на Rollins Place находится этот дом. Здесь начинает темнеть, а свет от фонарей все больше, и улицы расцветают. Еще какой-то намек после дождливого дня на закат, на солнышко появился, и вообще красота. Вот про что я говорил, понимаете, вот мы идем, и тут смотрите, такие вот окошки, такая вот стучалочка. А смотрите, вот до сих пор можно постучать. Не будем стучать, но она до сих пор работает. Такие вот старые ручки. Никто ничего не убрал. Ставинки, да, вот ставинки на такие замочки. Это все старенькие крючки, старый кирпич. И ты идешь по этим улицам, и ты чувствуешь историю. То есть у тебя здесь история, она на каждом шагу. Просто невероятный кайф. Это совершенно особая атмосфера. Вот это придает ценность всей среде городской здесь. Какая-то надпись, балконы. А, кстати, помните вот эти старые фотографии, когда была жара и когда не было кондиционеров в Нью-Йорке, как люди на этих вот решетчатых балконах спали? Было очень здорово. А здесь даже, видите, такое вот стекло еще такое вот старое, рельефное. А статья «Туризм» приносит Бостону миллиарды долларов каждый год. И это важная статья в бюджете города. Очень много туристов сюда каждый год приезжает. По-моему, 12 миллионов или 13, сейчас точно не помню. Но туристов здесь много, в том числе благодаря тому, что они любят, берегут свой город и сохраняют свою историю. Все вот эти вот детали, фонари, все эти районы, то, что и привлекает сюда туристов. Я каждый раз на это с грустью смотрю, потому что понимаю, какими красивыми могли бы быть наши города, но, к сожалению, мы многое утратили, и уже сегодня практически ничего не осталось. То есть даже если завтра придут люди с пониманием, что это все нужно сохранять, то придется уже не сохранять, а восстанавливать, и много восстанавливать с нуля.